Вчера у издания «Важные истории» вышла действительно очень важная история. Расследование, которое развенчало миф о якобы единственном приличном чиновнике в России. О настоящем дипломате. Честном, порядочном и достойном. Да-да, любимца миллионов. Хотя, если честно, я сама не понимаю, от чего это он вдруг любимец. Человек сколько? 17. 17 лет. Министр иностранных дел. Он просто ходячее воплощение вранья и жульничества. Он преступник, которого нужно судить. Как им можно восхищаться? Но тем не менее, Мария, им Путин восхищается. Он ставит его на самую верхушку списка «Единой России» в Госдуму, чтобы избиратели посмотрели, увидели его фамилию и подумали: «Вау, классно! Такой замечательный депутат, обязательно проголосую за «Единую Россию». Лавров по всем опросам чуть ли не популярнее самого Путина. Он суперизвестный, и россияне ему доверяют». А зря. Очень зря. И благодаря важным историям мы узнали, почему. Журналисты-расследователи выяснили, что много лет Лавров живет двойной жизнью. На публике он приличный семьянин с 50 годами брака за плечами. Скромный трудяга, который по меркам единороссов живет достаточно бедно. Традиционные ценности, консерватизм, скрепы. А на самом деле все это время у него есть тайная вторая семья, любовница, заваленная дорогими автомобилями, элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне. Традиционные ценности, ценности семьи. Мы отстаиваем их, особенно перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, Богом данное понимание семьи. Мне кажется, к слову, неправильно говорить, что это какая-то тайная любовница или что-то такое. Это самая настоящая семья. От официальной жены у Лаврова есть разве что старинная фотография в интернете, да декларация, фальшивая, конечно, которую он каждый год подает и почему-то ее там указывает. Про настоящую жену Лаврова, как выяснили важные истории, знали буквально все. Ну, кроме нас с вами. В записных книжках у многих людей она записана как Светлана Лаврова. Источник из Министерства иностранных дел рассказал журналистам, что буквально в МИДе тоже все знают, что вот эта женщина, она жена Лаврова и чуть ли не самый влиятельный человек в МИДе. По словам нашего собеседника, Полякова приобрела значительное влияние в министерстве, и несколько высокопоставленных сотрудников МИДа были вынуждены уволиться, якобы из-за разногласий с ней. Один из уволившихся подтвердил эту информацию. Она может уволить кого-то, кто ей не нравится. Она посещает официальные мероприятия. Она, в конце концов, сопровождает Лаврова, когда тот встречается с Путиным. Запугивая местное население, чтобы они ни в коем случае не поддерживали Россию, в которой видели благо. Ну и, конечно же, она очень богата. У нее, неработающей женщины, есть 260-метровая квартира на Причистенке. В этом же доме можно найти объявление о продаже аналогичной. Роскошь, достойная избранных. Стоит почти 700 миллионов рублей. В число избранных попала ее соседка, мама возлюбленной Путина, Любовь Михайловна Кабаева, у которой в этом доме есть точно такая же квартира. Еще у подружки Лаврова есть дача в Подмосковье и целый автопарк автомобилей, включая «Мерседес» за 20 миллионов рублей. А еще есть ее дочь, то есть падчерица Лаврова. Она вообще живет в Лондоне в квартире в суперэлитном районе, которую она купила в 21 год за 4,4 миллиона фунтов или 400 миллионов рублей. Сэкономила на студенческих обедах, не иначе. Так занимательно это. Великий и ужасный МИД. Мощный геополитик Лавров, легендарное ведомство, которое на самом деле, как все в путинской России, прогнило полностью. Рухнула легенда Сергея Лаврова, который никакой не геополитик, а обычный жулик, такой же, как все путинские чиновники. Он врет, ворует и тратит деньги на тайную семью. И об этом мы узнали благодаря небольшой заметке настоящих независимых журналистов. А мы, вслед за важными историями, сами изучили эту таинственную женщину. Нашли удивительные подробности их совместной жизни, обнаружили, что любовницу Лаврова содержит не только Лавров, но и мы с вами. Узнали, как Лавров за счет МИДа, за счет денег налогоплательщиков развлекает свою возлюбленную и своих новых родственников. Но потом оказалось, что все это меркнет. И эта история гораздо больше, чем история о тайной семье. Мы обнаружили, что министр иностранных дел Лавров находится на содержании у олигарха, живет за его счет, берет у него взятки, оказывает ему конкретные услуги, за что он немедленно должен быть отправлен в отставку и на скамью подсудимых.
Это на самом деле очень забавно. Мы с тобой, Георгий, столько лет расследуем путинскую коррупцию, что наши расследования, разные расследования, они начинают встречаться и пересекаться, и как бы наслаиваются друг на друга. Это реально как какой-то огромный пазл. Мы собираем по отдельности фрагменты, ну вот вроде бы собрали, а потом раз и обнаруживаем, что они стыкуются друг с другом и образуют какую-то огромную, ранее невиданную картину. Это удивительно. Тут на самом деле не настолько все удивительно. Путин у власти 30 лет, если считать Санкт-Петербург. Его любимые чиновники-воры тоже сидят в своих креслах столько же. И если 30 лет всем непрерывно воровать и раздербанивать страну, ну, конечно, они пересекутся. Как плесень в Путинском дворце. Она началась в одном углу, потом в другом углу, а потом неожиданно все, плесень везде. Ну да. Приходит такой Лавров воровать, а там уже Шойгу ворует. Или, не знаю, Ротенберг. И они такие: здравствуйте, а что вы тут делаете? Вообще-то я тут ворую, тут мой участок. Ну, они вынуждены, видимо, как-то договариваться между собой. Ну, как они могут это делать? Один говорит, что ворует по четным дням, а другой по нечетным. И один днем, другой ночью. Ну, видимо, да. И в этот раз наши, и не только наши расследования, сплелись особенно причудливо. Наш сегодняшний герой встретился с эротическим романом эскортницы Насти Рыбки, а еще с тиктоком 10-летней дочери депутата Слуцкого, чтобы мы с вами узнали, как на самом деле работает российская дипломатия и чем на самом деле занимаются в МИДе. Две недели назад Радио Свобода выпустило расследование о скандальном депутате от ЛДПР Леониде Слуцком. Это тот человек, который домогался журналисток и приставал к ним, и которому за это ничего не было. Кроме того, что Слуцкий мерзавец и подонок, он еще и вор. Очередное доказательство этому нашлось в ТикТок-аккаунте его 11-летней дочери. В своем ТикТоке его дочь хвастается автомобилями Бентли, каникулами на Мальдивах, рассказывает, как получает швейцарский паспорт через 5 лет, хвалится кроссовками за почти 1 миллион рублей и другой одеждой от Гуччи. Кроме всего прочего, по этим тиктокам журналисты обнаружили у Слуцкого прекрасную дачу в Турции за 260 миллионов рублей. В заметке указано, что когда Слуцкий там отдыхал, то прямо к этому месту причаливала роскошная яхта «Салузи». Вот как она выглядит. Очень необычный узор, запомните ее, пожалуйста. Местный блогер, который следит за морскими судами в территориальных водах Турции, написал в Твиттере, что на яхте отдыхал никто иной, как министр иностранных дел России Лавров. Но твит – доказательство так себе. Тем более избирательная кампания в разгаре, а Лавров – главное лицо «Единой России». Ну какие тут отпуска? У него просто не может быть на это времени. Но мы решили все-таки проверить. Вдруг это правда. В любом случае, достаточно интересно. Смотрим, когда яхта плавала в районе турецкой виллы Слуцкого. 26 июля этого года яхта выходит из порта Ялыковак. Это город недалеко от Бодрума. 1 и 2 августа она останавливается возле того места, где находится вилла Леонида Слуцкого. 6 августа яхта возвращается в Бодрум. Всего Салузи с гостями 11 дней ходила по морю. Теперь надо понять, где в это время был Лавров. Судя по новостям, на месте он был на работе. 28 июля Лавров направляет приветствие участникам форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. 29 июля Лавров направляет приветствие участникам 12-го международного саммита «Россия. Исламский мир». 30 июля, вы не поверите, Лавров снова направляет приветствие. На этот раз участникам международного форума российских соотечественников. 4 августа выходит интервью Лаврова газете «Московский комсомолец». В полночь с 31 июля на 1 августа на сайте МИД выходит видео поздравления Лаврова ко Дню железнодорожника. Поздравляю вас и всех работников российских железных дорог с профессиональным праздником, Днем железнодорожника. Поздравлять отечественных железнодорожников – это, безусловно, очень важная часть работы министра иностранных дел. Но обратите внимание на другое. Новости о Лаврове – это либо приветствие участникам каких-либо форумов, либо текстовое интервью. И есть только одно видео про железнодорожников. Вот он сидит живой, на его фоне флаги и рисунок создания Министерства иностранных дел. Шума волн и крика чаек совершенно не слышно. Так явно не яхта же это. Мы скачаем это видео просто на всякий случай и смотрим метаданные. Вот тут дата создания видео 22 июля, а выпущено оно на неделю позже, 1 августа. То есть это консерва. Излюбленный путинский прием, рассчитанный на доверчивых зрителей федеральных каналов.
Записываешь заранее 10 разных видео, то с одним губернатором, то с другим, то с министром, то с охранником, а потом постепенно их выпускаешь в новостях, как будто они свежие, то есть как будто сегодня происходило. А сам можешь хоть на месяц куда-то уехать. Все будут смотреть и думать, что это ты на работе. В дипломатии очень важна интуиция. Иногда ты благодаря интуиции можешь очень многое решить. Это, безусловно, аргумент в пользу того, что Лавров действительно на яхте был, но все-таки это не полное доказательство. И еще несколько дней назад наше расследование закончилось бы вот ровно на этом месте. Что мы могли дальше поделать? Ну ничего. Лавров человек просто супер закрытый, у него нет соцсетей, случайно на улице его тоже никто не фотографирует. Но теперь все по-другому. Мы знаем, что у Лаврова есть падчерица Полина Полякова, та самая из Лондона с квартиры за 400 миллионов рублей. А у нее есть Инстаграм. Вот 1,5 месяца назад, ровно в нужное время, Полина снимает видео на пляже и ставит геотег. Это именно то место, тот курорт, где у Слуцкого вилла и где его дочь снимает тиктоки. Смотрим еще одно видео. Видим Полину на яхте. И после следующего ролика сомнений не останется вообще. Полина машет рукой персоналу и отъезжает именно от той цветной яхты, на которой, по сообщениям СМИ, отдыхал Лавров. То есть у нас есть утверждение турецкого блогера с полей, что там был Лавров. Мы установили, что на яхте была падчерица, но нам не хватает еще одной гости. Где же та самая дама сердца Лаврова, Светлана Полякова? Как хорошо, что в нашем распоряжении есть все перелеты семьи Лаврова за несколько лет. 26 июля арендованный бизнес-джет со Светланой Поляковой, Falcon 7X, вылетает из Москвы в аэропорт Милас-Бодрум. Тот же вечер яхта Салузи выходит в море недалеко от аэропорта. 6 августа Салузи причаливает к берегу, и семья Лаврова из того же аэропорта летит назад в Москву. Вот на этом частном самолете Embraer 650. Я думаю, что турецкие каникулы министра и его тайны семьи можно считать доказанными. Остается только добавить, что аренда вот этой конкретной яхты стоит $480 тысяч в неделю. Плюс расходы, ну даже давайте их не считать. То есть 11-дневный отдых министра и его семьи обошелся в $754 тысячи. 55 миллионов рублей за 11 дней. Это вся зарплата Лаврова за последние 7 лет. И кто-то за это заплатил. Абсолютно бессовестные. Но это даже не самое интересное, что мы обнаружили в перелетах секретной семьи Лаврова. Впереди гораздо больше. Светлана Полякова, напоминаю, просто возлюбленная Лаврова, не сотрудница МИД, не официальное лицо и просто, если честно, по сути, не пойми кто, ездит за госсчет с Лавровым во все официальные командировки. Министр, судя по всему, просто не может без нее работать. Она нужна ему в Аддис-Абебе и в Париже. Без нее невозможно поехать на Мюнхенскую конференцию. За последние 7 лет Светлана Полякова 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова как своим. Франция, Эфиопия, Австрия, Турция, Италия, Германия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, США, Швейцария, Япония, Сингапур, Португалия, Алжир, Тунис, Вьетнам, Китай, Словакия, Греция и Азербайджан. И чтобы не быть голословными, и чтобы вам вдруг не показалось, что это какая-то выдумка, в Азербайджан борт Лаврова летал 2 и 3 декабря 2019 года. Цель – встреча с президентом и министром иностранных дел Азербайджана. То, что там был Лавров, мы не сомневаемся. Фотографий и видео в интернете полно. Но была ли там его тайная жена? Была. В Баку Лавров встречался с известным азербайджанским художником Сакитом Мамедовым. Вот их фотография вдвоем. А вот уже втроем – Мамедов, Лавров и Полякова. На следующий день после возвращения из Азербайджана Лавров и Полякова летали на спецборте в Братиславу на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Переходя границу, любовница Лаврова утверждала, что цель ее поездки – это визит для официальных переговоров по линии государственных институтов власти. Она вообще при поездках с Лавровым указывает, что это не туристические поездки какие-то, а именно командировки в дипломатическое представительство. И при этом всем она не работает в МИДе. Мы перерыли все доступные базы, старые, новые. Лавров с Поляковой, судя по всему, встречаются с самого начала 2000-х, а может быть и раньше. Еще в 2004 году они летали вместе в Петербург. Но мы не нашли ни единого упоминания ее работы или госслужбы. Какого черта непонятная женщина летает с министром иностранных дел на переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео или эмиром Кувейта? Вообще, Светлана Полякова занята совсем другими делами, далекими от дипломатии. Она актриса. Полякова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Вот ее карточка. Занимается производством кинофильмов и телевизионных программ.
Актриса, это мы, конечно, с натяжкой ее так называем, делаем комплимент. Потому что фильмы, они формально есть, а вот актерского мастерства за деньги не приобрести. На просторах интернета мы обнаружили вот такой великолепный фильм с Димой Биланом. Он там играет белого офицера, героя, отважного защитника Родины. Рейтинг 4,6 из 10. Парализуется половина лица. Вы пьяны, Ливен. Езжайте домой. Pardonnez-moi, je cherche как-то... В этом фильме и снялась в эпизодической роли Светлана Полякова. Буквально несколько секунд длится ее роль, но зато какая! Сначала мы слышим до боли знакомые слова про европейских партнеров. Война нужна вам, да нашим европейским соседям, для которых процветание России – кость в горле. А потом сразу же заходит она. Надежда Павловна Зубцова. Надежда Павловна. Ольга Андреевна. Возлюбленной Лаврова досталась статусная роль с целыми 3 фразами. За что устами младенца глаголит истина? Господа, я не знаю, в чем ваш спор, но тотчас же пообещайте, что вы примиритесь. Она играет графиню, и все ей кланяются и рукоплещут. Спасибо, крестная. Не стоит, мило. Прямо сейчас Светлана Полякова снимает свой 2-й фильм «Единица Монтевидео». Мы нашли специальную тарелку, которую по традиции разбивают перед съемками, где указана вся съемочная группа. И наша Светлана Полякова там продюсер, а ее дочь Полина – актриса. Ладно, Лавров возит в командировке свою любовницу. Доказали. Это вопиющая, конечно, ситуация, но на самом деле все еще хуже. На спецборте Лаврова в командировке с ним ездит и дочь Поляковой, Полина. С 19 по 21 марта 2017 года она летала вместе с Лавровым в Японию. Лавров и Шойгу встречались там с какими-то своими японскими коллегами. А Полина просто увеселилась и гуляла по Токио. На спецборте Министерства иностранных дел летает и мама возлюбленной Лаврова, то есть его неофициальная теща. Ей 73 года. Тамара Полякова летала с Лавровым в Гамбург в декабре 2016 года. Там Лавров проводил переговоры с госсекретарем США Джоном Керри. И в декабре 2017 года она летала с Лавровым в Вену. Там у него была встреча с президентом Австрии. А в феврале 2020 года она летала с Лавровым на 56-ю Мюнхенскую конференцию. И везде 70-летняя теща Лаврова указывала целью поездки командировку в дипломатическое представительство. Я не знаю, мне интересно, может быть, все так делают? Может быть, Джон Керри тоже возит маму своей любовницы на переговоры? Или, может быть, была специальная программа какая-то там для тайных тещ министров иностранных дел? Еще раз. Лавров на важнейшие межгосударственные переговоры возит не только любовницу, но еще и ее маму и дочку. А еще по иностранным делам от МИДа по миру разъезжает 18-летняя племянница любовницы Лаврова. Ее зовут Валерия Полякова. В Азербайджан на самолете Министерства иностранных дел она летала как сопровождающий член семьи. В марте 2019 она летала с ним в Вену, а в декабре 2016 года на самолете Лаврова она летала в Гамбург. В командировку в дипломатическое представительство. Так и написано. В командировку в 13 лет. В эту же командировку, напоминаю, летала и теща Лаврова, 70-летняя Тамара Полякова. Сейчас Валерия Полякова 18 лет, и она вполне себе уверенно пользуется положением племянницы Лаврова. Из девочки явно растят дипломата. Она учится в МГИМО, выступает в ООН в составе российской делегации борцов с наркотиками. Лавров пристроил в МИД и маму этой молодой дипломатки, жену брата своей любовницы Екатерину Вадьяеву. Она работает заместителем директора Департамента связи с общественностью Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Департамент отвечает за работу иностранных представительств в России. Правда, сейчас упоминание ее фамилии с сайта МИД стерли, хотя она там все еще точно работает. Что это такое? Стесняются? Не хотят, чтобы мы знали, что великий дипломат и министр Сергей Лавров использует МИД как кормушку для своих родственников. Какая стыдоба на самом деле. Реально не ведомство, а позор России. Выполняют самые грязные путинские делишки. То кокаин по миру возят, то прикрывают попытку убийства Навального химическим оружием. Ну а параллельно министр тихонечко разворовывает сам МИД. Катает всех на самолетах. Показывает мир любовницы, маме любовницы, племяннице любовницы, дочке. Пристраивает их на работу, отдыхает с ними на яхте. С такими друзьями врагов не надо. И все ему ничего. Поймают
И ладно, он просто еще раз расскажет о том, какой Путин великий. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Как против России ополчился весь мир. А потом, чтобы совсем наверняка, помолиться. Можно, пожалуйста. И все, вот он, лидер федерального списка «Единой России». Но самое лучшее наше открытие мы сберегли на самый конец. Открытие, за которое Лаврова не то что должны снять с выборов, его должны посадить. Потому что сам Лавров и его семья много лет находятся на содержании у олигарха. Он оплачивает им отдых, они летают на его самолетах, они плавают на его яхте и живут в его домах. Из данных о перелетах семьи Лаврова мы узнали, что вторая семья Сергея Лаврова буквально пользуется самолетами Дерипаски как своими. Помнишь, когда мы расследовали Дерипаску, мы еще думали, а почему у одного человека, у одного олигарха 3 одинаковых частных самолета? Зачем? Что он с ними делает? И вот, наконец-то мы поняли. Он просто использует их для перевозки семьи Лаврова и, видимо, других чиновников по миру, как такси. Убедительный довод. Говорите, кого убить. Светлана Полякова летала на самолетах Дерипаски на Сардинию в 2014, 2016 и 2020 годах, в Черногорию в 2015, в Австрию праздновать новый 2016 год, в немецкие Карлсруэ и Ганновер тоже в 2016. Ее мать тоже летает на самолете Дерипаски, он возил ее в Германию. И малолетняя племянница Лаврова Валерия Полякова в этом же списке. Она с мамой, напоминаю, женой брата-любовницы Лаврова, летала на Дерипаскиных самолетах на Сардинию, в Австрию и Норвегию. А вот фотография из инстаграма падчерицы Лаврова Полины. Она на горнолыжном курорте в Австрии. Остановилась в отеле, который принадлежит Дерипаске. Вот несколько фотографий Полины за разные годы на фоне бассейна и здания с колоннадой, похожего на античный храм. Мы сейчас с вами быстренько взмоем над черногорской виллой Дерипаски, оглядимся вокруг, полюбуемся, места-то все-таки прекрасные, и быстренько найдем этот самый бассейн и это самое здание с колоннадой. Полина фотографируется вот тут. В 2017 году она праздновала тут свой день рождения. Где же еще падчерица министра иностранных дел праздновать свое 22-летие, как не на вилле у олигарха? А вот фотография Полины на Сардинии и подпись. Это место она называет своим вторым домом. Возможно, следует сообщить об этом настоящему владельцу этого дома Олегу Дерипаске, потому что фотографируется она у него на вилле Валькирия в Порто-Черво. Снимок сделан вот тут, около бассейна. Чтобы доказать это, мы инвертируем фотографию Полины, она сделана зеркально. Открываем панораму Google и очень быстро все находим. Вот это высокое дерево. Дерево частично закрывает залив слева, ну и 2 дома узнаются безошибочно. На всякий случай, чтобы ни у кого не было сомнений, олигарх Олег Дерипаска не является возлюбленным или бойфрендом этой родственницы Лаврова. У Полины есть молодой человек в Англии. Это не Олег Дерипаска, мы все проверили, удостоверились. Двигаемся дальше. Другим своим домом Полина называет дачу ее мамы в Подмосковье. Она выложила предостаточно фотографий, чтобы изучить интерьеры, однако больше всего нам понравились вот эти снимки. Тут под букетом можно заметить какой-то буклет и фотографию Лаврова. А вот тут нас заинтересовал этот мужчина, лицо которого стратегически скрывает люстра. Зато видно часы, очень похожие на часы Лаврова, и руку с очень характерной и узнаваемой формой пальцев. А вот эти кадры Полина Полякова, тайная родственница Лаврова, сняла на какой-то другой подмосковной даче, явно не этой. Вот вид на озеро или водохранилище. Видно причал, и сложно вообще понять, где это. Полина разворачивает камеру дальше и снимает дом на берегу. Мы нашли, где это. Дача находится на Клязьминском водохранилище, в уединенном местечке под названием Бухта Радости. Причал, дом, лодка – все это отлично видно со спутника. Огромный кусок земли площадью 35,5 гектар находится в аренде у компании, которая буквально за пару шагов выводит нас на Валентину Петровну Дерипаску, мать Олега Дерипаски. Снова откроем сторис Полины, вот уже другой вид на прибрежную часть дачи. Если сделать стоп-кадр вот тут, то вы увидите яхту. Эта же яхта тоже принадлежит Дерипаске, узнаете? Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Медведева проводит отпуск на яхте олигарха в компании этого олигарха и, простите, нескольких проституток. Да, их там было несколько. Вот эта яхта под названием «Элден». На яхте патриотично развивается российский флаг. Она действительно принадлежит Олегу Дерипаске. И об этом много писали норвежские СМИ, так как он отдыхает там очень часто.
В 2018 году мы выпустили расследование о том, как олигарх Дерипаска снял десяток проституток и отправился с ними в вояж на яхте в Норвегию. Одной из гостей на яхте была Настя Рыбка, молодая девушка-эскортница, которая записывала на телефон все, что происходило на яхте. Она тогда хотела просто похвастаться, что ее снял олигарх, и она понравилась олигарху. Но в кадр случайно попал чиновник Сергей Приходько, который вот таким дурацким образом погорел на том, что Дерипаска возил его, зампреда правительства, в круизы с путанами. Потом Рыбка написала книгу, от прочтения которой я, если честно, до сих пор не до конца отошла. Добрая треть этой книги – это описание секс-оргии на этой яхте, и их совместного отдыха. И в книге даже есть про беседы Приходько и Дерипаски о международной политике, видимо, в перерывах между оргиями. Идея. Знаешь историю? У нас с Америкой плохие отношения. Почему? Потому что за них отвечает подружка Сергея Эдуардовича. Он так называется. Так вот, на фоне мы видим ровно эту же самую яхту из нашего старого расследования. И она не просто так попала в кадр. Семья министра иностранных дел тоже отдыхает на той же самой яхте, что и Настя Рыбка. 4 июля 2016 года племянница Лаврова Валерия Александра Полякова со своей мамой Екатериной Вадьяевой на частном самолете Дерипаски вылетают из Москвы в Молде. Это небольшой прибрежный норвежский городок. Вот фотография из инстаграма Александры Поляковой. Она сделана в дни поездки на яхте Дерипаски в Норвегии. Сравниваем с известными фотографиями яхты Дерипаски. Флагшток и брезент те же. Есть еще вот такая фотография из этой поездки, выложенная чуть позже. Поручни на ней совпадают с теми, которые нам показывала Настя Рыбка. Точно, она та самая яхта. 10 июля тайное семейство Лаврова, как минимум в составе племянниц министра и их матери, а кто там был еще, остается только догадываться, они улетели обратно в Москву. Ну а на яхте через 3 недели их сменили десяток эскортниц и чиновник Сергей Приходько. Нас часто упрекают. Вы постоянно говорите, вот этому чиновнику дал взятку такой-то, вот этот олигарх содержит такого-то единоросса. Но какой смысл им давать взятки? В чем их мотив? За какие услуги платятся эти миллионы долларов в виде взяток? Докажите нам, говорят. В случае с Дерипаской и Лавровым все проще простого. Тут не нужны никакие гипотезы, домыслы и теории. Достаточно просто открыть новости, и станет очевидно. Министр Лавров – это личный лоббист олигарха Дерипаски. Лавров использует свою государственную должность, должность министра иностранных дел, чтобы решать его, Дерипаски, вопросики, помогать его бизнесу и ему лично. Лавров расшибался в лепешку, чтобы помочь Дерипаске получить американскую визу. Он лично на гербовой бумаге писал письма лоббистам с просьбой поспособствовать Дерипаске как можно лучше. Просил докладывать ему, министру иностранных дел, о том, как идет работа по личным визовым вопросам олигарха. В письме он назвал Дерипаску выдающимся бизнес-лидером, который служит мотором российской и мировой экономики. Но еще, как мы выяснили, он служит мотором для роскошной жизни семьи главы российского МИДа. Когда у компании Дерипаски возник конфликт с властями Гвинеи, где у него есть производство бокситов и алюминия, Лавров помчался обкашивать вопросики туда лично. И добился своего. Пользуясь статусом, он встретился с президентом Гвинеи и все проблемы Дерипаски уладил. Не зря же все его семейство Дерипаска годами возит в отпуска. У Дерипаски есть бизнес-интересы и на Ямайке. Там за него Лавров снова хлопочет. Добился для «Русала» преференции при добыче глинозема. Теперь министр с чувством выполненного долга может продолжать пользоваться личными самолетами Дерипаски. Когда западные страны вводят против Дерипаски санкции, то Лавров просто грудью встает на защиту своего благодетеля. Со всей мощью МИД обрушился на шведскую компанию, которая просто отказалась от поставки запчастей группы ГАЗ, принадлежащей Дерипаске. А американские санкции в отношении Дерипаски Лавров окрестил не иначе, как русофобией и геноцидом. Лавров готов хоть мировую войну развязать ради спонсора своей семьи, сделав всех россиян заложниками интересов Дерипаски. Я скажу вам честно, практически не вижу отличий между отношениями Дерипаски и эскортницы Насти Рыбки и отношениями Дерипаски и министра Лаврова. Абсолютно тот же самый товарно-денежный принцип. Дерипаска платит, а Настя Рыбка и Сергей Лавров оказывают ему услуги, ублажают его интересы. Различия разве что в сумме и статусе. Настя Рыбка – обычная эскортница, а Лавров – целый министр. Но на яхте всех катают одинаково. Лицемерие, вранье, воровство, подлость, цинизм – вот истинные ценности «Единой России».
Под предлогом консервативных семейных ценностей и защиты нравственности Путин захватил страну и превратил ее в личный кошелек для обогащения себя, своих близких и друзей. Под предлогом посягательства на наши скрепы, какой-то внешней угрозы, он сделал из России нищее государство-изгой. Государство, которое почему-то вечно в окопе и со всеми воюет. На нас выливаются тонны вранья про семью, про любовь, про верность и про патриотизм. Но все это лицемерие. Их настоящая жизнь – это вторые семьи, яхты, самолеты и дворцы. Королевская, гламурная жизнь за счет олигархов. Вот идеология Путина. Это должно быть написано на предвыборных плакатах «Единой России». Просто очередной вброс, фейк. Я-то о таком ничего не знаю, во всяком случае. Вы только взгляните на эту отвратительную троицу. На наших лучших, самых популярных политиков, спасителей России. Тех, за кого вам предлагают проголосовать через несколько дней на выборах в Госдуму. У этого две семьи. Фальшивая для декларации и настоящая миллиардеры. На яхтах и частных самолетах. Недели отдыха им обходится в 50 миллионов рублей, а недвижимость в Москве и Лондоне в миллиард. На государственных самолетах Лавров катает по отпускам своих дальних родственников. И ему кажется это нормальным. Он и думать забыл, что министерский портфель – это не титул, с которым он родился, а совсем наоборот. Это работа. Тяжелая, напряженная работа. Она должна идти на пользу россиянам, которых он представляет на международной арене. Но ни о каком служении людям тут и речи нет. Это означает не привилегию, а это означает ответственность. Лавров, как и прочие путинские дружки, 17 лет паразитирует на своей должности и использует пост министра, чтобы красиво пожить. Они буквально доят целую страну, считая, что у них нет никаких обязанностей, а есть только бесконечные привилегии, положенные им непонятно почему. А нам говорят: голосуйте за них, что вам не нравится. Лавров же так классно уделывает западных партнеров. Или Шойгу. Такая же история один в один, как под копирку. Двойная жизнь и любовница-стюардесса. Вы взгляните, какой у Елены Шибуновой, бывшей возлюбленной Шойгу, дом на Рублевке. Как это вообще возможно? Она рожает Шойгу сына, а Шойгу заваливает ее миллиардами, государственными контрактами на поставку продуктов питания, обмундирования и стройматериалов для МЧС и Минобороны. Они уже разошлись с Шойгу 4 года назад. Но вторая семья министра обороны все еще продолжает богатеть. Это невозможно остановить. Когда сыну Шойгу только исполнилось 19 лет, догадайтесь сами, что с ним случилось. Он стал долларовым миллионером. Данила Шибунов владеет фирмой, которая прошлой весной стала собственником 2 офисных помещений в бизнес-центре в Москве. Общая площадь имущества сына Шойгу почти 400 квадратных метров, а стоит эта недвижимость 150 миллионов рублей. Почему? Почему одним детям собирают на лечение смс-ками, чтобы они выжили, а ребенок Шойгу, которого тот даже не признает официально, в 19 лет ворочает сотнями миллионов рублей? Да потому что этот ребенок родился у коррумпированного министра обороны. Ну и Путин, конечно же, как главный идеолог этого лицемерия и цинизма. Он свою вторую семью завел еще на первом сроке президентства в начале 2000-х. Бедная петербургская девушка Светлана Кривоногих родила ему дочку Лизу и стала одной из самых богатых женщин России. Ей отписали 3% акций Банка «Россия». Ей не то, что не надо работать больше ни дня в жизни, она обеспечена на несколько поколений вперед. Все это время Владимир Владимирович красовался перед камерами вместе со своей официальной супругой Людмилой. Ведь избирателям так не нравятся вторые семьи. Ваше состояние в браке. Женат. Зарегистрирован ли ваш брак? Зарегистрирован. Какие семейные ценности, я не понимаю. Что мы сейчас вообще знаем про семейную жизнь Путина, главного любителя поговорить о традиционных ценностях? Что ради якобы не связанной с ним гимнастки перекрывают пол Москвы? Что маме гимнастки, как, кстати, и маме Светланы Кривоногих, достаются квартиры от «Газпрома», что гимнастка почему-то назначена управлять всеми российскими СМИ, которые скупили дружки Путина. Что это вообще за издевательство такое? Вы за кого нас держите? Удивительные идиоты. Просто те, кто... Это просто необходимо остановить. Не может Россия в 21 веке управляться такими людьми. Мы лучше, чем это. Мы достойны большего, и мы готовы за это сражаться. Мы продолжим вам рассказывать истории, которые часто рассказывать, если честно, страшно, но обязательно нужно. Другие продолжат заниматься политикой, несмотря на то, что их запугивают, сажают и убивают. Третьи, не менее смелые, будут выходить на улицы за нашу с вами свободу.
И вы обязательно приходите в эти выходные на выборы и проголосуйте против «Единой России», против путинской партии жуликов и воров. Единственный действенный способ выгнать этих мерзавцев – это умное голосование, то есть консолидированное голосование за одного конкретного кандидата, у которого больше всего шансов победить единоросса. Мы уже опубликовали фамилии кандидатов по всем 225 думским округам. Ищите их на сайте умного голосования. Если сайт заблокирован, ищите их в приложении. Если заблокируют и его, список можно найти в нашем телеграм-боте, в наших соцсетях, в Инстаграме, на Фейсбуке, в Твиттере, где угодно. У вас будет 2 бюллетеня, один с конкретными людьми. Там вы голосуете за кандидатов из списка умного голосования. И второй бюллетень с партиями. Там как раз в списках и будут жулики и обманщики Шойгу и Лавров. Тут нужно голосовать за любую крупную парламентскую партию, кроме «Единой России». За мелкие голосовать бессмысленно. Они не пройдут через барьер. И вы подарите голос «Единой России». Поэтому зажимайте нос, закрывайте глаза и ставьте галочку хоть случайным образом. Помните, это будет голос, который не достанется Путину и «Единой России». И это самое главное. Участвуйте в умном голосовании. Подписывайтесь на этот канал. Свободу Алексею Навальному.